Средства массовой информации, они нас пропагандируют на то, что им нужно и на то, что им выгодно. Я вообще телевизор перестала смотреть лет в 12, потому что, ну, то есть новости, они искажают, они тебе показывают ту грань ситуации, которую им выгодно. То есть было одно, а они тебе расскажут так, чтобы продавалось, ну, либо жути нагнать, смотря какая у них там концепция на данный момент стоит. Если мы говорим сейчас про YouTube и Instagram, то, ну, я опять же скажу то, что вижу я. Возможно, это будет непопулярное мнение, но оно имеет место быть, что в Инстаграме мы сейчас что видим? Пропаганду успешного успеха. Что вот я там на Мальдивах, я на Бали, я миллионы миллионов зарабатываю, у меня там успешный успех, машины, квартиры, мужик богатый и все такое. Это у небольшого количества людей есть, да, но другие люди, которые это смотрят, они что делают? Они уходят в депрессию. Они начинают чувствовать себя никчемными, ничтожными, и что с ними что-то не так. Ну, типа, почему она имеет это, а я не имею. Ну, и начинается самобичевание, самокомпания. Я когда со своими клиентами работаю по дизайну человека, они после консультации, они такие выдыхают. Девушка мне так и сказала: я наконец-то отъебалась от себя, потому что вот насмотрелась тоже вот этого всего и начала в себе копаться, что со мной что-то не так, почему у них получается, у меня не получается. Ну просто каждому свое. Ну вот если так покопаться в причинах, в целях, в мотивации, разному человеку нужно разное. Кто-то хочет в огороде, ну реально от души. Вон Виктория, например, мечтает об огороде, если вы вдруг не знали, да? Вот. Кто-то мечтает об огороде, кто-то о Мальдивах, кто-то на лыжах кататься. Я вот, например, холод не люблю. Каждому свое, и это окей. А тут идет какая-то вот эта пропаганда, и человек, если он хорошо с собой сонастроен, он на это не поведется. А если он немножко не в ладах с собой, он потеряется во всем этом и запутается. Он запутается в том, что он хочет, что ему нужно, что не нужно, какие у него цели, желания, мотивация. Поэтому здесь вот немножко надо от этого разобусловиться и понять все-таки себя, что хочешь ты. А еще мне нравится, я это только недавно тоже поняла, с другой девочкой, которая тоже в дизайне, мы это обсуждали. Видели же вот эту пропаганду, что мужчина должен. Очень популярны вот эти ролики, как на Патриках. Подходят и спрашивают, сколько мужчина должен зарабатывать. Пол-ляма, лям, 3, 10. Боже, вот так на это смотришь, думаешь, вы что? Ну, и либо от девушек какие-то требования. То есть мужики требуют какие-то нереальные вещи от женщин, а женщины требуют от мужиков какие-то тоже нереальные вещи. И все это какой-то идиотизм. Я вот так смотрю, думаю, товарищи, а вы что? Я не к тому, что там не надо стремиться, не надо хотеть чего-то лучшего. Я про то, чтобы быть немножко реалистичными, адекватными и сопоставлять. То есть искать человека, равного себе. Ну, то есть если ты хочешь успешного, богатого мужика, а ты ему сама соответствуешь своим мышлением, своим поведением, своим образом жизни, своими какими-то далекими взглядами на жизнь, ты ему соответствуешь или нет? Или ты там какая-нибудь сплетница в халате с лавочки, и о чем ты вообще мечтаешь? И наоборот, мужики, ну, то же самое. Да, если ты хочешь суперклассную женщину, ты тоже ей должен соответствовать. То есть должно быть некое соответствие. Мы просто видели ролик, как женщина рассказывала, говорит, меня муж гнобит за то, что я покупаю сыр дороже, ну, условно, сыр можно купить за 200 рублей, она купила за 400, и он вот за вот эту разницу пополам ее загнобил. Вот, это какая-то была шоу-передача, там отрывок видела. И его спрашивают, а сколько вы зарабатываете? Он говорит, я 500 тысяч зарабатываю, у меня IT-компания. Ну, в принципе, 500 тысяч рублей в месяц – это достаточно хорошая сумма. Они его давай высмеивать, типа, что вы 200 рублей зажопили женщине на сыр? А он говорит, так нет, она просто неразумно тратит деньги. В общем, она в течение месяца сливает около 150 тысяч рублей. Мужика этого просто засмеяли, типа ха-ха-ха, да что за жлоб, да что за вообще мудак. Опять же, вот это вот... Нет, возможно, да, конечно, у него там присутствуют нотки жадности некой, но с другой стороны, я как бы его тоже поняла. А нафига ему такая баба, которая не умеет бюджетом распределять, ну, бюджет распределять? Ты ей хоть сколько дай, хоть миллион, хоть 2, хоть 3, она его в унитаз сольет. Ну, то есть...
И вот потерялась какая-то разумность во всем этом, потому что все вот про этот успешный успех, про вот эти большие деньги, мужчина должен это, деньги, миллионы, миллионы. Я вообще не вижу какой-то уже адекватности в этом. Вот просто такое чувство, что хочется людям в унитаз вылить эти деньги. Ну, какое-то безумие происходит. Я, честно, даже не могу словами передать то, что хочу передать. Я надеюсь, вы поняли. Поэтому, чтобы во всем этом не заблудиться, нужно понимать себя, то есть иметь внутреннюю опору, внутренние какие-то ценности, иметь некий вектор направления, куда я иду, зачем и почему, чтобы не оглядываться на все. Очень много шума информационного вокруг, очень много. Просто с каждого утюга тебе рассказывает, что ты должен хотеть, о чем ты должен мечтать, в чем ты должен ходить, что ты должен есть. То одно время, помните, был бум на авокадо, что чуть ли не каждый второй должен есть это авокадо. Ну, типа, правильное питание, там вот это все ЗОЖ. Ну и начинается вот эта пропаганда. Вы должны вот это носить, вы должны это слушать, вы должны это хотеть, вы должны это, вы должны это. А надо у себя спросить, что я хочу носить, есть, слушать и так далее. И вот в этом плане, конечно, информация вот это очень сильно забивает мозги, забивает эфир, и ты уже в этом во всем теряешься. А когда ты плюс-минус себя осознаешь, то ты уже можешь это фильтровать и на все это не вестись. Потому что очень много, помимо пропаганды, в интернете очень много манипуляций, особенно в плане продаж, как продают эти курсы, как продают программы какие-то, наставничество, вот это все. Там же на крючки сажают, на все больные штучки, вот прям вот и продают, и пропихивают, на боли жмут, и люди покупают, потом вот эти бесконечные кредиты выплачивают, рассрочки и так далее. Поэтому, опять же, чтобы на это не вестись, нужно быть в ладу с собой, понимать себя, мне что надо, не надо, и как-то голову разгружать, может быть, информационные детоксы устраивать, отключать там телефоны, как бы день не сидеть, например, в интернете. Приходишь в кафе с друзьями, все сидят как зомбированные в этих телефонах. У меня периодически ломается телефон, потому что ему уже 4 года, и я могу спокойно там сутки, двое-трое остаться вообще без связи, без телефона, потому что я его отдаю в ремонт, и это надолго обычно. И я хожу без телефона. И знаете, без телефона это такая остановка. Ты вот так стоишь и смотришь этот мир, как облака бегут, как люди ходят, какие у них лица, мимика, разговоры, о чем говорят, как говорят. Но ты смотришь, вот ты остался без телефона, ты смотришь, все в телефоне как зомбированные сидят. Люди, очнитесь, нужно реальную жизнь тоже жить и поменьше слушать. Интересная тема очень. Можно ли смотреть телевизор или нет? Я как специалист, изучающий этот вопрос, еще когда учился в институте, мы проходили психологию, психотерапию, и, соответственно, у нас было терапевтическое нейролингвистическое программирование или терапевтическое общение. Это когда мы должны так общаться, чтобы ни в коем случае не обидеть пациента каким-нибудь острым словом. Как говорят, слово может и лечить, слово может и вредить. Вот. И, соответственно, меня заинтересовала тема нейролингвистического программирования. Сейчас она очень часто в интернете именно, так скажем, озвучивается. Но на самом деле, как всегда, мы видим вершину айсберга. И вот я объясню сейчас, стоит или не стоит смотреть телевизор. И на самом деле, что на нас влияет? Нейролингвистическое программирование или есть что-то более такое влиятельное, более сильное, так скажем. Дело в том, что нам известно вот это вот лингвистическое программирование. Кстати, создатель ее Наум Хомский, он создал трансформационную грамматику. Вот. Но на самом деле пошла дальше вот это вот в виде развития рекламы, развития внушения через СМИ, через телевизор. Но дело в том, что на самом деле, и вы сейчас поймете, что глупо надеяться на нейролингвистическое программирование, то есть когда мы слышим, потому что аудиалов людей очень мало, это 4-10% в зависимости от страны, вот, а тех, кто визуалы, их намного больше. И поэтому глупо предполагать, что нет нейровизуального программирования. Сейчас объясню, как оно работает. Дело в том, что когда, представьте себе, вот я, допустим, хороший человек, а мой оппонент представитель плохих идей, ну, так скажем, условный плохой человек. И давайте
Представим себе визуально, что я сижу вот весь такой хороший, на возвышенности, меня снимают снизу вверх, то есть подают объектив, меня освещают хорошенько, у меня такой яркий, красивый тон, позади меня сидят женщины, дети, красивые люди в красивой одежде, подсвечен фон сзади меня. Вот. И, соответственно, когда я что-то говорю, специально фиксируется камера на том, как люди восхищены моей речью. Вот. Справа и слева, кстати, это часто используется, посмотрите, вот эти ток-шоу передачи, там на полную катушку нейровизуальное именно программирование используется, когда какой-то, так скажем, человек, гость на встрече, и справа и слева две красивые женщины, одеты довольно-таки дерзко, кстати, очень так привлекательно. И, соответственно, на любую мою речь они прям такие восхищаются, у них там расширяются глаза, они облизывают губы, это сексуальные жесты такие, которые на нас воздействуют подсознательно. Каким образом? Сейчас я объясню. Представьте себе, человек, который смотрит это ток-шоу и даже и не уважает этого человека, его мнение не интересует, но дело в том, что у нас кроме интеллекта есть еще и физиология. То есть дело в том, что любой мужчина, так скажем, на уровне физиологии, ее не исправить, хочет, чтобы на него смотрели женщины, им восхищались. Он подсознательно строит такие модели, что а если я буду, так скажем, на этом месте, и также мной будут восхищаться. Это приятная мысль. А та мысль, когда, вот, допустим, мой оппонент выражает совершенно противоположные идеи, и все такие говорят, ну, вообще не та. И то есть отрицательные эмоции выражают. И, соответственно, модель строится чисто физиологическая. Говорят, вот я умный, я там выберу что-то, важную информацию. На самом деле физиология эффективнее намного работает. Вот, и, соответственно, мозг строит такую, и физиология нашу такую линию, что представьте, что мне нравится быть вот в такой позиции, когда мной восхищаются, или когда я выражаю свою идею, и мной негодуют. И физиология сама подстраивает наш мозг таким образом, чтобы, то есть такие нейропути настраивает, чтобы выбрать такой путь, чтобы мной восхищались. И я так незаметно и меняю совершенно свою идею. Вот. Но это вот самые такие яркие и простые варианты. А еще те, которые вы точно, так скажем, не замечали. Вот представьте себе, вот смотрите внимательно на меня. И обратите внимание, как я на вас сейчас буду смотреть. Вот смотрите, вот так работает камера. Или вот так вот я буду смотреть. То есть, когда у нас враждебно, так скажем, мы настроены, это уже так сформировано тысячелетиями, наверное, то мы бросаем взгляд вот так вот, так скажем, через плечо, как-то вот так вот украдкой и так далее. То есть мы считаем, что человек опасен, либо враг. Соответственно, у нас вот такие отрывные, так скажем, взгляд мы бросаем, а не задерживаем. Если нам нравится человек, то мы улыбаемся, особенно когда удачно высказанная мысль именно показывает, направляет камеру на хорошего, в кавычках, человека, вот, мысль которого нужно продвинуть, через которого нужно продвинуть. И, соответственно, сравните, да, либо бросается взгляд, либо смотрит на человека, либо издалека все это делается где-то под каким-то углом не совсем удобным, либо когда камера еще вокруг проводит, чтобы мы, так скажем, любовались человеком, тут же фиксируются положительные эмоции, так скажем, его окружение. Тут же приятные такие тона, которые улучшают настроение, светлые. И наоборот, оппонент мрачные тона. Все, и вот это вот взгляды искоса. Вот таким образом. И показывают на фоне, то есть меня на фоне молодых, красивых людей, так скажем, моего оппонента на фоне тех людей, ну, допустим, возрастных людей или людей, которые в темные тона одежды одеты, какие-то на людей, которые в темные тона одежды одеты, вот, которые имеют плохое настроение. Ну и, конечно, заранее говорят, как они должны реагировать на эту ситуацию.
Вот. И, соответственно, мы нехотя программируем. То есть есть такая интересная очень поговорка. Фрэнк Герберт еще в своем произведении «Дюна» его упоминал, что когда решался очень серьезный вопрос, то главный, один из героев сказал: если мы не можем интеллектуально решить этот вопрос при помощи интеллекта, то мы его решим при помощи эмоций. Вот таким образом и работает телевидение. Еще один момент, я, наверное, о нем все-таки упомяну, чем интересно телевидение и чем оно опасно. Есть такой интересный двигатель жизни, это один из двигателей жизни – это поисковая активность. И дело в том, что когда нам по телевизору что-то дают, то на самом деле, конечно же, это информация, это не истинно последние инстанции, но для того, чтобы сделать информацию, преподать более такой серьезной, то, соответственно, нами так манипулируют, что это действительно конечная, так скажем, правда. Дело в том, что мозг ребенка, мозг взрослого имеет определенный двигатель – это поисковая активность. Когда мы ищем информацию, когда мы сами ее обрабатываем, препарируем, соответственно, у нас запускаются такие процессы, как выделение интерферонов, выделение эндорфинов. То есть человек лучше себя чувствует, мышцы и интеллект в тонусе, и, соответственно, человек развивается. Даже проводились такие опыты. Тот человек, либо, больше это проводилось, естественно, на крысах, на собаках. Те крысы-собаки, которые обладают поисковой активностью, то есть у них конечная информация, допустим, есть перегородка. Вот, и одни преодолевают, другие нет. Вот, и, соответственно, воспитываются в одной части те любопытные особи, в другой те, которые имеют конечную истину. То есть эта стена, она глухая, а другие эту стену пробивают, проныривают через различные водоемы, находят новые источники, так скажем, жизни, новые источники для питания. Вот. И те особи, которые именно жили в игровом режиме, то есть это и различные для них игры действительно создавались, а другие, все у них очерчено, все серьезно, и никаких, так скажем, люфтов в жизни. Вот. Особи, которые жили в поисковом режиме, в игровом режиме, они, во-первых, имели прекрасный иммунитет, мышечный тонус, лучше размножались и прекрасно себя чувствовали. То есть их здоровье было намного, так скажем, намного более высоком уровне. Чем они еще были отличны, так скажем? Дело в том, что когда повышалась температура, либо понижалась специально, те особи, которые жили в удовольствии, в игровом режиме, с поисковой активностью, они не заболевали. Вот. То есть дело в том, что конечная информация не только, так скажем, замедляет умственное развитие, но и замедляет наше качество жизни. Вот. А также, конечно же, влияет интересно, что на длительность жизни. То есть именно долгожители среди изучаемого ареала животных, это именно те, у которых был сильно развит поисковой рефлекс. А наоборот, это, так скажем, часто болеющие особи, у тех, у кого длительность жизни была короткой, это те, у которых доступ к информации, так скажем, к новым местам для питания, не было игрового режима, постоянно были какие-то супрессивные воздействия. То есть он, допустим, достигает определенной области, его током бьют. То есть всегда наказание, несоразмерное наказание. И, соответственно, получалось так, что одни живут долго, счастливо, и у них прекрасный иммунитет, а у других это подавлялось. А при чем тут телевидение? Дело в том, что когда вы видите, что мысль неправильная, в кавычках неправильная, вас бьют током. Каким образом? Эмоционально. Женщины окружающие, они вас делают такие гримасы презрения и так далее. И вы не высовываетесь за границы, и вас ни в коем случае не поощряют. А нужная мысль, она направляется прямо по такому позитивному руслу. И, соответственно, нас ограничивают. И дается, соответственно, такая ограниченная информация, готовая информация. А для развития, конечно же, полезно, когда даются различные сведения, вы сами ими препарируете. То есть это как-то игра мозга, кроссворд, сканворд, так скажем, какой-то поиск. То есть
Телевидение нужно рассматривать и методы воздействия телевидения не как нейролингвистическое программирование, это уже давно устаревшая, так скажем, модель. А сейчас на 98% я вам с уверенностью говорю. Почему? Потому что человек на 98% воспринимает это, как из курса, кстати, офтальмологии тоже, когда я обучался, на 90%, на 98% воспринимает через зрительные, так скажем, через глаза. И 3%, 2% через уши. Соответственно, нейролингвистическое программирование, то, что мы воспринимаем при помощи ушей, это всего лишь 2-3%. Ну, вот таким образом. Поэтому телевизор смотреть не только вредно, но и действительно опасно. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите видео, которые я оставляю в заставках. Там всегда много ценного. И до скорых встреч в Египте. Пока-пока.